Фремины– уникальный игровой персонаж с нестандартными механиками и ролью, отличающийся от других героев. Его преимущества включают возможность формировать физические отряды, уникальную механику параллельных элементальных атак, сильное увеличение силы атаки, полезные пассивные навыки для исследования водных территорий и легкость в выборе артефактов, оружия и команды. Однако у Фремины есть и недостатки. Низкая базовая атака из-за того, что он четырехзвездочный. Необходимости в оружии с высокой базовой атакой или баффером. Медленные атаки из-за его двуручного оружия и сложность в создании криодамагера, что делает его менее эффективным в этой роли. Кроме того, в игре нет других героев, которые могли бы улучшить его параллельные атаки с помощью элементального навыка. Для сборки фремины рекомендуются следующие характеристики. Сила атаки– это основная характеристика, которая лучше улучшает навыки фремины. Ищите артефакты и предметы, то есть оружие с высокой силой атаки. Критический урон и критический шанс, как и для большинства дамагеров, увеличивает критический урон и шанс критической атаки. Критический урон и критический шанс. Как и для большинства дамагеров, увеличьте критический урон и шанс критической атаки. Используйте артефакты и оружие, которые увеличат эти параметры. Восстановление энергии. Восстановление энергии не так критично, особенно если у вас есть второй крио-персонаж в отряде. Фремины имеют низкие требования к энергии для своего взрыва стихий. Кубок. Выбирайте кубок на физический урон, так как фремины наносят гораздо больше физического урона, чем крио. Избегайте кубков, которые увеличивают только силу атаки, так как их вклад незначителен. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально раскрыть потенциал фремины как физического дамагера и повысить его эффективность на поле боя. Для сборки артефактов фремины есть несколько таких, так сказать, полезных вариантов. Первый – это 4 части бледного огня. Этот набор идеально подходит для фремины, так как увеличивает физический урон и силу атаки. Его крио-атаки при дробящем давлении считаются уроном элементального навыка, что легко активирует бонус 4 частей этого набора. Это лучший выбор для него. Другой вариант это сборка бледный огонь 2 части плюс рыцарь крови 2 части. Если у вас нет возможности собрать полный набор бледного огня, это набор 2+2, сочетание из двух сетов каждой части, так сказать, максимально повышает физический урон. Третий вариант это сборка из разных наборов 2+2. Вы можете выбрать комбинацию артефактов из разных наборов, которые подходят под силу атаки. Это может быть конец гладиатора, воспоминания Семенавы, отголоски подношения или киноварное загробье. Эти варианты хороши, особенно если у фремины есть меч с высокой базовой атакой. Ну и последний вариант, он больше подходит для новичков. Это сборка азартный игрок 2 части и берсерк 2 части. Это набор для начального этапа игры, который может быть использован, если у вас нет доступа к лучшим артефактам. Он предоставляет критический шанс и увеличивает критический урон, что полезно для фремины. Лучшее оружие. Песнь разбитых сосен. Лучший выбор для фремина обеспечивает высокую базовую атаку, физический урон и силу атаки, а также бафает всю группу. Волчья погибель. Пусть базовая атака чуть ниже, но это компенсируется пассивкой и бафом для всей группы. Маяк Тростникового моря. Хороший выбор с хорошей базовой атакой и критическим шансом, который нужен фремины. Однако учтите, что вам придется отказаться от щитовика в команде. Краснорогий камнеруб. Имеет не самую высокую базовую атаку, но много критического урона. Пассивка меча может быть не очень полезной, так что учтите это при выборе. Прототип. Архаичный. Лучший 4-звездочный вариант и легко доступен через крафт. Следующий это меч драконьей кости. Отличный меч, но доступен только с покупкой боевого пропуска. И требует щитовика в команде. Заснеженное звездное серебро. Хороший бесплатный вариант с высокой базовой атакой и бонусом физического урона. Пассивка может быть полезна в командах с крио персонажами.
Для максимальной эффективности Фремини в команде рекомендуется следующее. Электрогерой для сверхпроводника. Фремини нужен электрогерой в команде, который способен создавать эффект сверхпроводника. Это усилит его физический урон, так как это важная реакция с элементами, которая усиливает урон. Гидроаппликатор для использования пассивной способности Фремини, связанной с реакцией «разбит». В команде должен быть гидрогерой, способный наложить статус гидро на врагов. Это даст бонус к урону Фремини. Целитель или щитовик, чтобы обеспечить выживаемость Фремини, особенно при сражении с боссами и вражескими эффектами, добавьте в команду хиллера, героя, восстанавливающего здоровье, или щитовика, героя, создающего защитные барьеры. Это поможет ему оставаться на передовой. Все персонажи поддержки должны быть карманными. С учетом этой комбинации героев и стратегии, Фремини сможет проявить максимум своего потенциала как физический и криодамагер в команде. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, посмотрите другие видео на моем канале. Ну и, собственно, напишите, как вам такой коротенький формат.